Привет, мои самые любимые девочки! Добро пожаловать в мой новый влог. Сегодня у нас вторник. Я приехала красить корни свои. У меня уже вот тут видна моя сизна. Целая сумка со мной. Беру с собой свои средства, которые показывала вам в прошлом влоге. Очень они мне понравились. Мне, кстати, девочки написали тоже, что пользуются, что классные. Действительно, очень достойные продукты. Для меня было важно, чтобы... Вообще, кажется, шампунь, ничего особенного от него не ждешь, да? Но по факту очень часто случается, я сильно чувствую, если есть какое-то переутяжеление, если лишнее увлажнение, вот волосы плохо прочесываются, невозможно, знаете, вот руку вставить. Это очень так всегда четко ощущаю. Поэтому мне сложно пробовать какие-то новые шампуни. И обычно вот у меня есть несколько любимчиков, я просто так их чередую, покупаю. То есть у меня всегда есть несколько баночек моих любимых, в которых я уверена. А особенно с какими-то маслами. Вот это, например, арган с аргановым маслом. Ну, я вообще прям переживала по этому поводу. Но шикарный шампунь, никакого утяжеления, волосы рассыпчатые, гладкие, красивые. В общем, очень-очень понравился. Кондиционер тоже прекрасный. Мне важно, чтобы не было, опять же, никакого утяжеления. И это такая частая проблема, что мне очень легко перепитать волосы. Мне столько не нужно, как оказывается. И потом как будто продукт не смывается с волос. Знаете, такое ощущение. Вот. Но здесь все супер. Я никогда не держала его больше 5 минут. Тут написано оставить на 5 минут. Вернее, я никогда не держала 5 минут. Я обычно где-то 1 минутку. Но нужно вот выдержать 5, посмотреть. Может быть, тоже будет супер. Короче, классные продукты. Вот взяла сегодня с собой, чтобы мне в салоне тоже... Я люблю брать свои продукты, потому что точно знаю, что они мне подойдут. 100%. Косметика, на которой работает салон, в который я хожу, называется Киона. Мне тоже она нравится. Есть некоторые линейки, которые мне подходят, но не все. От некоторых вот прям, знаете, такие кончики слишком увлажненные. Из-за этого они прям вот как... запутываются, и хочется быстрее прийти и перемыть своим шампунем, а у меня волосы длинные, сушить, укладывать их долго, поэтому если это делает кто-то вместо меня, то пускай это будут точно продукты, которые мне подходят. Вот, на самом деле мне там нужно будет поработать в телефоне, поэтому ничего с собой не брала, кроме книги. Если будет время, почитаю еще книгу. Здесь у меня «Беседа с Богом», она очень популярная, и я как-то пробовала ее слушать в аудио, да, формате, но что-то не могла сосредоточиться. Знаете, вот я слушать могу, наверное, книги какие-то более, не знаю, может быть, какая-нибудь история, там какой-нибудь триллер, знаете, такое вот. Я люблю такое, иногда мне это очень расслабляет, я люблю читать такие вот какие-нибудь триллеры популярные. Мне интересно, а какую-нибудь психологию, вот что-то вот, или там тоже классическую литературу слушать я не могу, я просто ничего не запоминаю, мне нужно вот именно видеть, то есть просто фоном нет. Вот, и вот эту тоже что-то я слушала, она вроде бы очень легкая, но как-то я ничего не запомнила. Она у меня давно есть, причем в таком формате, очень популярная в Threads, мне постоянно попадается она. Я, не знаю, мне кажется, даже пробовала ее читать тоже, но ничего не помню, поэтому взяла с собой. Если будет время, еще прочту. Мне еще 30 минут, мне нужно зайти на Ламоду, но не все пришло. И хочу что-нибудь съесть вредное, полезное. Все, что хочется съесть, оно все полезное, все для блага. Какой-нибудь орешек со сгущенкой я бы съела. Я просто не завтракала. Мне, если честно, не было времени утром, но в итоге приехала я раньше, чем нужно. Вот. Покажусь вам потом в салоне. Видите, на виду какие-то красные волосы. Но это неправда. Так, дорогие, новый день, и я сегодня печатаю вазу, снимаю видео, печатаю вазу такую красивую. Это очень долгий процесс. У меня есть ваза такой же модели, но поменьше. И сегодня я решила напечатать побольше. По-моему, что-то 8-9 часов она печатается. Это довольно долго, особенно когда ты снимаешь
Короче, такое. И у меня сегодня такой вот пластик, филамент. Немножечко я первый раз купила этот бренд, вот именно эту катушку. Цвет очень красивый, это, знаете, такой как шелк. Называется Silk. Такой оттенок у него немножечко как блестящий, очень красиво. Так, не видно будет, я потом покажу при хорошем освещении. Но с размером вазы я прогадала, потому что у меня здесь невероятной красоты букет. Просто огромные, роскошные подсолнухи. Я потом, конечно, вам это все покажу, когда открою. Так красиво это выглядит, и они довольно высокие, поэтому придется воспользоваться старой вазой. Ой, ну как это красиво. Сейчас буду это все расставлять. И мой самый любимый магазин, вы знаете, у меня цветы всегда из этого магазина. Они так красиво упаковывают. И для себя, девочки, и на подарки. Вообще просто прекрасные ребята. Очень их люблю. Ой, ну красота, конечно. Девушка спит на заднем фоне. Вообще я очень люблю вазы. У меня на самом деле большая подборка ваз на Озоне. Боже, я так люблю, девочки, Озон, секунду. Мне очень нравится, что у них есть доставка из Китая, и там такие интересные позиции. Сейчас гораздо больше выбор появились. И, знаете, даже какие-то красивые столики и разные вазы. Вообще, в принципе, все что угодно. Я когда выбирала на балкон что-то, на терраску небольшую, мне тоже там попался такой красивый стул, но я его не заказала, потому что долго ждать. Но вообще, в целом, если есть время подождать. Вот, кстати, с люстрой. Мы с мужем померили и решили, что приняли такое решение, что она нам, к сожалению, не подходит, которую я показывала вам в прошлом влоге, да. Я в итоге заказала другую, потому что она по длине 45 сантиметров, и плюс еще у нее цепочка. Она хоть и регулируется, но все равно это довольно, такой длинный получается прям вариант, и над кроватью, наверное, не совсем это было бы удобно. Поэтому мы решили без цепочки. Я там кое-что другое нашла, тоже очень красивое, на Озоне. Что придет она в конце августа. Я, кстати, вчера покрасилась, подстригла волосы. И пока еще вся грязная. Все, видите, вот здесь вот даже следы. Уже завтра помою волосы, голову, и будет получше. Так, вазу я хотела вам показать. Кто смотрит мои рилс, тот ее уже точно видел. Это первое, что я печатала на этом 3D принтере. Вот это такая же модель. Она, кстати, девочки, не протекает, потому что у меня многие спрашивали. И я знаю, что кто-то даже смолой укрепляет. Наверное, это зависит от модели. Вот, это просто такая проверенная модель. И на ней печатали много раз. Еще, конечно, зависит от самого пластика. Вот, это такой экологичный, хороший пластик. PLA, по-моему, да? Такой самый популярный, который безопасен и так далее. Она очень легкая. Знаете, меня даже когда в больнице лежала, мне муж принес цветочки и эту вазочку, и у меня даже санитарочка спрашивала, какая красивая ваза. Она визуально очень красиво выглядит, и не скажешь, что это пластик. И она, знаете, не такая вот прям глянцевая, а вот как будто это какой-то гипс издалека. Очень симпатично выглядит. Мне, конечно, нравятся очень фарфоровые вазы, там и просто стеклянные, понятное дело, но вот что-то такое вот напечатать, это очень интересно. Такой классный процесс. А еще мне очень нравится... Так, я сейчас беру старые цветы. Тут еще, девочки, вода грязная. Прошу прощения. Предыдущая моя. Вот это мне очень ваза нравится. Она от Тему. Из Тему. Она такая тяжелая, очень красивая. В нее, конечно, нужны такие прям большие букеты, да, чтобы они стояли, потому что она довольно низкая, пушистые, да, чтобы они не падали, и короткие. Поэтому в такие вазы я использую такие вот штучки. Сейчас покажу. Она, видите, на присосках крепится к дну вазы, и вы сюда прям вставляете цветы. Даже если у вас небольшой букет, в большой вазе он будет смотреться очень красиво. И, например, даже вот, знаете, у меня есть такая вот маленькая вазочка, когда я из букета переставляю выжившие цветы, знаете, там уже через пару дней, через неделю, через 2 по-разному, выжившие цветочки обрезаю, и даже вот, не знаю, 2-3 веточки, они смотрятся очень красиво, когда вы вставляете их
а, вот в эту штуку. Я ставлю артикул, покупала на Wildberries. И еще меня всегда спрашивают про порошочек, который я добавляю. Это обычный гризал. Я покупаю на любом маркетплейсе сразу упаковку, там 50-100 штук. Но, кстати, мои букеты всегда приходят тоже с порошочком. Но воду уже нужно менять, поэтому такие штуки вот прям рекомендую. Они, по-моему, бывают разного диаметра и разной формы. Но вот я заказывала набор из 2 штучек, и прям очень красиво. Разве ты не должен отговаривать его от таких дурацких затей? Я давно бросил это занятие. И сколько же теперь королев? Так, мои любимые, всем привет! Сегодня у нас пятница, я тут макияжусь. Хочу немножечко с вами поболтать. Сейчас у нас сколько? 9 утра. Я хочу собраться, привести себя в порядок и сегодня заняться документами. Мне нужно менять паспорт, как я вам и говорила, и я, как обычно, откладываю просто до последнего момента. Мне нужно в августе делать визу, и так как у меня паспорт подходит к концу, мне нужно его обязательно поменять, поэтому я буду это делать в ускоренном режиме. Надеюсь, что можно это сделать там за 7 дней, по-моему, в ускоренном формате. Поэтому я сейчас собираюсь, поеду, сделаю фотографии, может, заодно сделаю и на визу тоже. И поеду, подам документы. Подготовила уже там свой старый паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении. В общем, такой у меня на сегодня план важный, который нужно обязательно сделать. Я никогда не заморачиваюсь с фотками на документы, мне абсолютно все равно, они у меня всегда ужасные. Мне нужно просто, чтобы я была на себя похожа. Больше мне не нужно. Конечно, паспорт — это такой документ долгий, виза там, понятно, каждый год я ее меняю, паспорт там раз в 10 лет, но мне нужно, чтобы просто не было вопросов ко мне на границе, а так я никому его не показываю. Смотрите, вот я там в паспорте красивая. Поэтому мне, если честно, все равно, ничего я для этого не делаю. Единственное, что я сделаю, припудрюсь, потому что у меня жирная кожа, и на фото со вспышкой оно будет просто как жирный блин, наверное. Я иногда, знаете, снимаю на камеру, когда буду припудриться, я потом смотрю на себя, у меня просто какой-то кошмар. Вот, на телефон, когда снимаешь, не так это видно, но нормально выглядишь. Ну, еще, конечно, от цвета зависит. Так, ладно. Что я сделала? Я нанесла тон, девочки, и включилась. И очень хочу вам рассказать про него, потому что у меня новый тон, да, 4-й в этом месяце, да. Звезда моя идет макияжиться тоже. Я понимаю, это звучит немного странно, но я, в принципе, такая девушка непростая, у всех свои странности. У меня в этом месяце 4-й тон новый, и я не знаю, как-то вот везет. Это мы с подружкой моей обсуждали, потому что она такая же бьюти-маньячка, как и я. У нас с ней очень такая общая любовь к этому делу. И мы обсуждали, что 4-й тон за месяц, и каждый из них просто шикарный. Я вам в прошлом влоге рассказывала про люкс-визаж. Это вообще, я не знаю, мы просто, когда с подружкой общаемся, мы постоянно теперь обсуждаем. Я не понимаю, как так вышло, как тон за 3-4 доллара настолько крутой. Я просто, на самом деле, очень рада, что я его нашла. Не потому, что он мне там супер необходим, а потому что это действительно обалденный продукт за такую цену. И когда у меня будут спрашивать про самый бюджетный там какой-нибудь тон, посоветовать, я вообще просто буду продвигать его насколько могу, потому что настолько он классный. Также у меня из новинок, я вам показывала из Польши, Chanel Last Beige, обалденный, очень нравится. И Sensai, я его пробовала и раньше, он мне тоже очень нравился, но сейчас они его перевыпустили, и он тоже шикарный. Так вот, у Guerlain вышел такой вот тинт для лица SPF 20. Шикарный, девочки. Он такой легкий, так тоненько, красиво лежит на коже, при этом кроющий. У него такой яркий аромат, но очень быстро я перестаю его чувствовать, поэтому, в принципе, пару минут и нормально. И когда я была в Польше, я посмотрела тестеры по оттенкам, и мы сразу думали, что нам нужна 20-очка, но в итоге 10-ка. Поэтому, если у вас плюс-минус такой же тон кожи или вы что-то покупали по моей рекомендации и сошлось по оттенку, то я вот хочу сказать, что 10-ка, наверное, самый такой универсальный. Если вы не загорелая, а просто ваше обычное такое состояние.
плюс-минус, если у нас одинаковый подтон. Вот. И когда я была в Польше, я тоже собиралась его купить, но его нигде не было, ни в одной Сефоре. Вот, поэтому мы заказали через Байера. Очень-очень классный. Если вам хочется что-то новенькое из люкса, то прям рекомендую. В самом деле, вот прям шикарный. Так, что я буду наносить сейчас? Что я нанесла? Я нанесла только тон. Давайте расчешем брови. Так, Бонька, не знаю, слышно там или нет, она в будке роет себе ямку, чтобы улечься. Такой звук, возможно, слышно. Так. Так что сейчас поеду, сделаю фотографии. Румяна. Хочу сегодня от Rode в оттенке Freckle. Одни из моих самых любимых румян от Rode. Хейль Вибер, ты супер. Я жду, когда появится в Сефоре бренд Rode именно в Польше, потому что давно нет. Я бы что-нибудь заказала. Я хочу новый их бронзер попробовать. Мне кажется, тоже он будет очень классным. Такой, в самом деле, классный продукт. Этот оттенок подойдет просто всем. Он очень такой легкий, и с ним сложно переборщить. Вот прям наносите, видите, он тушует сам себя. Все, ничего нет. Так как я буду сегодня припудриваться, я могу даже немножко поярче нанести. Наверное, даже вторым слоем, потому что пудра это уберет. Но настолько сразу свежий, красивый вид. Пускай будет поярче. Так. Люблю кремовые текстуры, потому что они очень всегда так натурально выглядят на коже. Про припудриваться. Я припудриваюсь постоянно, ну, в смысле, каждый день, но не всегда сразу после макияжа. То есть обычно мне нравится, когда такое светящееся красивое лицо. И некоторые тона, в принципе, я могу не припудривать сразу, а просто потом уже через пару часов, когда уже прям необходимо, я припудрюсь. Вот, поэтому, конечно, пудру я использую, но прям после макияжа сразу редко. Так, пудра у меня Laura Mercier рассыпчатая, шикарная. Хватает ее на 1000 лет. Что, я больше ничего не буду наносить? Я хочу еще бронзер нанести немножко. Но ее как раз на сухую, на припудренную кожу. Так, чуть-чуть пройдусь, чтобы не очень блестеть. Румян. Очень хорошо. Можно было даже еще. Классный такой этот бронзер. Знаете, у меня нет бронзера кремового. Вернее, есть только один, но как-то я им редко пользуюсь. Я очень хочу от Chanel бронзер. Но это такая огромная банка. Мне кажется, его хватит. Вот она примерно больше. Эта шайба там такая больше, чем вот эта. Но его прям сложно найти. В Сефоре его я не видела. Я посмотрела на сайте. Можно или в магазине самом. Короче, с бронзером как-то сложно. Вот я его хочу купить, надо тоже понять про размер. Ну и Rode хочу бронзер. Но вот этот вот сухой, красивейший из лимитки от Dior, шикарный. Хочу нанести немножко сюда, как будто я такая загорелая девчонка. Так, чуть-чуть вот сюда остатки. Ну и можно немножечко на щечки. Так вот прям. Бронзер, конечно, лучше наносить с такой супер пушистой кистью. Так, и остатки на кончик носа. Супер! Что еще? Так, румяна я нанесла. Я просто как-то болтаю с вами, я могу что-то пропустить, поэтому я выставила все, что мне нужно накрасить на себя. Так, на мне был бальзамчик, я всегда наношу его перед макияжем от Laneige, не знаю. Это вот ночная маска. Мой любимый продукт. Просто его обожаю. И буду наносить, как всегда, впрочем, тинт от Sephora в оттенке 04. Очень вам его советую. Утром накрасилась, и все. И потом просто обновляю блеск. Никаких четких линий, но это, в принципе, такой не очень пигментированный продукт, в принципе. Его растушевать есть время. Если нужно, наношу просто по контуру. И прям пальчиком прохожусь.
Мне нравится, как он по оттенку э, мне подходит. Ну, мне кажется, что это самый удачный оттенок. Так. Поеду делать фотографии в торговый центр. Там, пока они будут готовиться, я, может быть, позавтракаю или куда-то зайду. Прям решила не откладывать. Всё, проснулась, думаю, надо ехать заниматься этим вопросом, потому что уже горит. Так, губы. Сейчас немножечко подсохнет, буквально пару секунд, и я нанесу блеск. А пока накрашу реснички. Да, вот кто едет фотографироваться на документы со вчерашней головой, ну и ладно. Как мне нравится этот шампунь, девочки, который я показывала в прошлом влоге. Ну вот вообще такой он классный. Так он мне подошел, я прям удивлена. Не знаю, стоит ли, блин, вымазалась, стоит ли пробовать что-то еще от этого бренда, ну, в плане другие линейки шампуней. Ну, прям очень мне понравился. Кондиционер тоже, но я никогда еще кондиционер не держала 5 минут, как указано, вот максимум минуту я его держала. Но прям для постоянного использования очень достойный. Я про него вообще не слышала, это немецкий бренд. Вот я случайно увидела у кого-то в подборке просто в Reels, как я вам говорила, и меня заинтересовали эти баночки, они еще так красиво смотрятся. Прям кто не любит визуальный шум в ванной комнате. И их прям можно на видное место ставить. Я когда болтаю, вся измажусь в тушь почему-то. Всё. Люблю, когда накрасишь ресницы, сразу другой человек красивый такой. С ватными палочками идти, конечно, было бы прекрасно, но мне лень. Так. Нет. Надо было ватную палочку. Так, у меня, конечно, есть какие-то новинки, которые я вам покажу, когда вернусь. Хотя сейчас будем с вами одеваться, может быть, что-то и надену новое. Да, не знаю даже что. Мне нужен какой-то верх, не темный. Не хочу фотографироваться в черном. Так, ладно, уберу это все-таки палочкой ватной, когда высохнет, потому что сейчас себе все испорчу. Хочу вам сейчас, девочки, рассказать про аромат один. Блеск Кика в оттенке 07. Мой самый любимый продукт. И мой обычный макияж готов. Так, хорошо. Вчера встречались с моей подружкой, с моей Олей. Кстати, иногда вижу комментарии, спрашивают, общаемся ли мы. Конечно, я не представляю, что должно случиться, чтобы мы перестали дружить. Это мой очень близкий друг. Вот, просто я не снимаю, когда мы вместе, потому что мы видимся не так часто, как хотелось бы. Конечно, мы там на связи каждый день, вот, но когда уже встречаемся, то не до телефона хочется провести время вместе, не до камеры, вернее. Мы вчера заходили в парфюмерный магазин, у меня спрашивают, где я беру от Леванты. Парфюмерия Бай. Очень мне нравится, недалеко от Короны. Да? В той стороне? Или я придумала? Ну, вроде бы да. Там всегда так много народу, просто кошмар. Но очень быстрое обслуживание, вот, и, мне кажется, там хорошие цены. И еще в торговом центре Рига на 2 этаже, я забыла, как называется, может быть, тоже парфюмерия Бай? Вот что-то я не помню. Вот, ну, это если вы из Минска. И у меня здесь аромат Хлоя Цедрус. Как вообще я его услышала? Когда мы были с моей сестрой двоюродной Агнесой в Польше, вот недавно, да, в конце июня, мы приехали в отель, заселились и сразу быстренько пошли ужинать, и она заходит в лифт, и от нее такой аромат. Я говорю, что это от тебя так пахнет вкусно? Знаете, если бы я его послушала в магазине, я бы прошла мимо. Так очень часто бывает, но вот настолько у него красивый шлейф. И она мне тоже, у нее, кстати, тоже был от Левант. Она дала мне его пшикнуть на себя. Боже, как он мне нравится. Он такой стойкий, такой красивый. Я обязательно куплю себе полный формат.
но там, по-моему, есть только 50 миллилитров и 150. Как-то вот 150 уже слишком много, ну вот 50 куплю. И я думаю, что это будет замена моему от Versace Versense зелёной, который я обожаю, потому что это очень-очень похоже, но более яркое, более такое насыщенное, более дорогое звучание. Прям шикарный. Так он мне понравился. Вот просто обалденный. Это Хлоя Цедрус я назвала, да? Это чуть более такая высокая, скажем так, линейка, то есть не такая попсовая, как обычная их стандартная, да, но это гораздо более интересный, конечно, аромат. То есть, ну и по цене он выше, чем их обычная стандартная линейка. Ой, надо было сначала одеться. Ну ладно, он прям стойкий. И сразу у него такие древесные ноты я ощущаю, но, ой, но сейчас они выветрятся, и настолько вот он красивый. Просто роскошный. Я взяла 10 миллилитров. 10 миллилитров вышло в 109 белорусских рублей. Я пропишу, сколько это. Так, все, я намакияжилась. У меня тут еще хайлайтер лежит в косметичке, но я кисточку с собой не взяла, поэтому будем без него. Так, это сюда, это помыть. Все, идемте одеваться. Так, будем одеваться. Когда уже вернусь, покажу вам распаковку. Но мы вчера с моей Олей заходили в Остин. На самом деле я была в этом магазине, ну, наверное, второй раз, ну, максимум третий. Что-то я редко в него захожу, но в последнее время у них такая большая рекламная кампания, что они постоянно попадаются мне в каких-то распаковках, рилсах. И вчера Оля предложила зайти, она там увидела какой-то красивый жакет, но, к сожалению, не было. Не знаю, то ли у нас в Беларуси нет его еще, то ли в этом магазине конкретно, не знаю. Но я купила 2 позиции, буквально мы зашли на 1 минуту. Даже не примеряла. Надеюсь, что подойдет. Очень мне понравилось. И, кстати, знаете, я думала, что не очень хороший состав, почему-то я так думала. Но я взяла обе позиции с довольно неплохим составом. Например, здесь 84% хлопок, 12 полиамид и 3 полиэстер. И тут еще, уже вылетела из головы эта нить блестящая, как называется. Я не могу перевести с английского. Вылетело просто из головы это слово. Блестящая эта нитка, ну вы поняли, она так немножечко как люрикс. Какой люрикс? Что я говорю? Ну, девочки, вы поняли. Она такая прикольная, держит форму аккуратненько, и у нее такой красивый цвет, мне кажется, с джинсами. И да, в принципе, с любым низом, даже с черным будет красиво. Я хочу, наверное... Мне нужна сегодня только портретная зона, этого низ может быть любым. Наверное, какие-то джинсы надену. Не знаю, может быть, белые я хочу. Давно не надевала белые джинсы, да. Пожалуй, да. Это какие? Нет, хочу другие. Вот эти. Да. Сейчас я их поглажу и к вам вернусь. Так, девочки, я уже в джинсах. Ой, я потом покажу полный образ. Это мои любимые джинсы от Pull&Bear. Мне приходится носить их с ремнем, потому что великоваты. Так, это модель White Leg. Что я говорю, если сейчас не видно, да? Но я много раз вам их показывала. Я бы купила такие еще в запас, но, к сожалению, больше я их не видела на сайте и в магазине. Девочки, прошло 20 минут. И у меня есть такой секрет, когда я очень хочу надеть новую вещь в тот же день, в день покупки, например, и у меня нет возможности ее постирать перед стиркой. У меня перед тем, как надеть, конечно, ничего лучше, чем обычная хорошая стирка, не сработает. Но вот я сегодня хочу надеть этот верх. Знаете, когда вот просто, извиняюсь за слово, припёрло. У меня в машинке есть такая функция, называется «освежить». Она освежает вещь просто горячим паром, без стирки, то есть без воды. Вот. И, в принципе, это хорошая такая термическая обработка, которая, конечно, не заменяет полноценную стирку, но, в принципе, я верю, что она там убивает все микробы и так далее. Вот, поэтому... Ой, очень такой хороший. Как жакет, знаете, такое. Но не жакет. Такой кардиган. Кстати, там, по-моему, еще был бежевый цвет и другие пуговицы. Я не очень люблю серебряную фурнитуру, но, в принципе, у меня сережки здесь такие из серебряного цвета, скажем так, да, и нормально. Еще часы можно, где они там, добавить. Поэтому, в принципе, нормально, хороший такой. Все, я готова. Надо хотя бы расчесаться. Еще какая сумочка со мной пойдет?
Да, пожалуй, вот это. Так, нанесу еще парфюм, чтобы он был не только на халате, но и хотя бы один пшик, в итоге 3. Так он мне нравится вообще. Все, покажу полный образ в зеркале вам. Так, отмена, в итоге беру эту сумку, потому что мне же нужно документы с собой положить. И неплохо было бы еще расческу. Поэтому, да, беру большую сумочку. Так, ну вот, максимально расслаблена. Кстати, у меня новая обувь. Тоже вернусь, покажу. Очень нравится этот верх. Это микрофон, если что, девочки. Я его сниму. Такие свободные джинсы, классные. Нравится мне. Все. Поехала. Так, девочки, мой завтрак сегодня вот такой. Я ни о чем не жалею. Да, в этом влоге я ем только сладости. Здесь у меня кофе, на самом деле, очень болит голова. Надеюсь, что мне немножечко он поможет. Обычно такое бывает. И очень вкусный Наполеон у меня вишневый. Была рядом с Зарой. Смотрите, какая красота. Я видела их на сайте. Если честно, просто роскошные. Я не ношу каблуки. Даже для видео мне столько не нужно, но это так красиво. И еще вот эти вот тоже очень красивые. Но у меня, кстати, подобные есть, только с жемчужинками. Они довольно удобные. И смотрите, у них небольшой каблучок. И вот за счет этой резиночки они очень даже неплохо фиксируются. Я показывала вам шорты и говорила, что хочу к ним такую же маечку. Вот она у нас тоже появилась. Но моя ко мне тоже как раз пришла. Или моя другая. Ой, девочки, дома покажу, уже не помню. Сумка, кстати говоря, тоже появилась, как у меня. Что ее у нас не было. Доехала она с большим опозданием к нам. Но вот она прям очень классная, мне кажется, для лета, для отпусков вообще шикарная. У нее еще есть цепочка, но она, если честно, такая очень портит эту сумку. А вот просто носить в руке. И еще смотрите, какие красивые. Через палец коричневые. Вьетнамки. Что это у нас, кожа или нет? Очень красивый этот элемент, как рыбка, видите? Такой супер летний, наверное, кожа. Так, Airshit. Нет, не кожа. Ну, в принципе, для такой открытой обуви, мне кажется, это не сильная проблема. Выглядит хорошо. Такой прикольный у нее здесь носик. Вот эта вот сумочка плетеная с кисточкой, просто роскошная. Как мне нравится вся вот эта эстетика с кистями этими. Очень красиво. Ее нести именно вот в руке. Я так полагаю, что у нее нет никакого ремешка, но он сюда и не нужен. Довольно вместительная. Очень красивая эта кисть. Видите, какая красота. Тоже для летних образов. Очень хорошая форма. И, кстати, выполнена она очень даже неплохо. Я думаю, что у нее тоже должен быть длинный ремешок. Да, скорее всего. Очень красивая сумочка. Ну, кстати, очень люблю вот это колье. У меня такое есть. Оно такое супер минималистичное. Тоже просто идеальная отпускная сумочка. У нее небольшой совсем размер. Смотрится она прям так классно, стильно. Но, если честно, не знаю, что с ней будет, когда она попадет под дождь. Потому что вот это как бумага такое, знаете. Ну, может, она и переживет. Но выглядит эффектно. Так, девочки, я уже дома. Притащила сюда все свои покупки, которые я хочу вместе с вами посмотреть. Немножко поболтаем. Подалась я на паспорт в ускоренном режиме. На следующей неделе, я так полагаю, в пятницу будет готов. Вот, сегодня, сколько времени уже? 2 часа дня. Меня позвала подружка на ужин. Сегодня пятница, поэтому вечером встречаемся с ней. Так, что я купила вообще? Во-первых, хочу начать с такой девочки классной находки. На самом деле, пару недель назад мужа на Wildberries, на Ламоде нашла там такие, знаете, обычные шлепки. Им нужно было заменить. Ну, обычные такие кожаные вот на лето. Ему нужно было заменить. Вот они пришли, такие классные, мне так понравилось качество. Я посмотрела этот бренд.
Называется Францеско Дони. Вот, на Ламода. И мне так понравились. Вот, посмотрите, я уже второй день их ношу. Сейчас положила в коробку, чтобы как будто новые, знаете, показать вам, насколько они стильные, насколько они удобные. Очень в стиле Hermès, но это не копия. Вот, это просто, скажем так, вдохновились. У Hermès нет вот здесь вот такой штуки, она в целом по-другому так выглядит, вот, но визуально они, конечно, похожи. Ну, это, знаете, как Биркенстоки. Их все бренды делают, поэтому ничего такого. Очень красивый цвет. И, в принципе, мне очень нравится эта модель. Они такие супер широкие, но мне так нравится, как они смотрятся. Вот у Hermès я бы взяла как раз-таки в таком цвете. Подумаю, может быть, они мне и нужны. Но они, девочки, такие удобные. Ну, просто как в тапочках ходишь, ну, это и есть как бы тапочки. Ну, в общем, я ими очень довольна. Оставлю вам ссылочку. К сожалению, самый маленький размер был 37, у меня 36. Поэтому они мне великоваты, но не критично. Тем более, когда обувь открыта, пускай она будет немножечко великовата. Так понравились вообще, прям действительно классные. И вот этот цвет, конечно, я знаю, что Hermès, он один из самых популярных. Я бы такой взяла вот точно. Что он ко всему подходит, мне кажется. Так, дальше. Тут у меня, ой, девочки, не взяла чем открыть, но это просто я вставлю картинку, моя любимая пенка для умывания, которую я всегда покупаю у своего косметолога. Но так как моя косметолог принимает на другом конце города, и в ближайшие там дни я к ней не собираюсь, поэтому я просто заказала онлайн. По цене, если честно, не знаю, отличается или нет, но мне как бы было нужно. Так, дальше. В Крафт вчера зашла, и моя подружка сказала, что мне нужно купить станок. Вот именно этот. Это бренд Fleur. Вообще там есть очень красивые цвета, но, к сожалению, в конкретном магазине были только не очень красивые. Но я решила, что я особо свой станок никому показывать не буду. Поэтому ничего страшного, переживу, если он будет зеленого цвета. Вот. И, кстати, к нему сразу можно приобрести travel кейс такой. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Я так полагаю, что и сменные диски, сменные кассеты. Ой, какая красота. Здесь есть две сменные кассеты. Вот так это выглядит внутри. Ой, смотрите, здесь такая даже штучка. Ее можно повесить в ванной. Понимаете? Здесь скотч двусторонний. Можно прикрепить к плитке и подвесить, чтобы у нее было свое местечко. Очень красивое. Конечно, ну, знаете, в принципе, не такой плохой цвет зеленый, тоже симпатичный. Просто я бы хотела какой-нибудь жемчужный. Вот моя подружка купила жемчужный. Очень, конечно, красивый. Давайте мы прям ее соберем. Ну, здесь все, девочки. От бритвы, обувь, одежда, уход за собой, волосы. Ну что? Так. О! Очень красивая. Такая плавающая головка. И кейс travel, чтобы брать с собой. Ау! Сломала ноготь. Как больно, как больно. Так, все. Нет времени на боль. Очень неприятно. Так. Угу. О! Если нужно взять с собой. Так, нет, вот так. В косметичку бросить. Вот такой вот сразу кейс. Прикольно, да? Сейчас я вам покажу поближе, как называется бренд Fleur. Это в Крафте можно купить, если вы из Беларуси. Если нет, надо посмотреть, где это еще продается. Ну. О, так вот подвесить можно. Короче, прикольно. Понравилось такое. Давайте-ка я куда-нибудь сразу буду мусор выбрасывать. Дальше. Из интересного. Наш белорусский бренд Паула или Паула, не знаю, как правильно. В общем, моя подружка увидела, что у них вышли из натуральной кожи, там ручной работы, насколько я понимаю, конвертики для паспорта. Это просто то, что нам было нужно. Это такой просто вот тонюсенький. Посмотрите.
тонюсенький конвертик. Это так удобно. Мне нравится, как это выглядит. Это натуральная кожа. По-моему, еще был черный цвет. А, Я вам потом поближе покажу. Ну, в принципе, тут и так все понятно. Вот сюда помещается вот как раз паспорт, и мне нравится, что он прям полностью закрывается. То есть обычная обложка, она же все равно, паспорт может открыться, туда может что-нибудь затечь и так далее. И, в принципе, обложку я тоже хочу, чтобы она у меня была, но вот именно для поездок, когда какие-то перемещения, маленькие сумки, обложка все-таки сильно больше. А вот это прям такой тоник. Обложка мне нравится, например, Louis Vuitton из канвы, и мне нравится идея собирать туда штампики, мне нравится, как она выглядит, и, в принципе, это такой, знаете, аксессуар навсегда. То есть я ее рассматриваю к покупке, но вот как раз-таки для путешествий, когда маленькие сумки, и нужно экономить место, я думаю, что сюда поместится даже 2 паспорта, и вот мне, правда, нравится, что он закрывается, чтобы ничего не пролилось, ничего не вымазалось. Странички паспорта, я имею в виду, короче, еще даже мешочек у них, видите, такой. Если вам нужно. По-моему, они делают доставку и в другие страны. Если честно, я не знаю, не буду обманывать вас. Так, в Остине еще вчера я купила тоже без примерки. Кстати, назову вам цену, если интересно. Это стоило, по-моему, 90 рублей, что-то около $30. Эта штучка стоила 130 рублей, это 80. Так, состав этого я вам называла, джемпера. А вот это 70 вискоза, 30 нейлон. Смотрите, это такое обычное, как поло, но мне очень нравится очень аккуратный вырез, такой совсем небольшой. И такие, девочки, красивые пуговицы, цвет молочный, не белый. Мне кажется, тоже с обычными джинсами, с брюками будет прикольно смотреться. Очень красивый цвет пуговиц. Это и не серебро, и не золото. И вот они такие не блестящие. Ну, в общем, верхов много не бывает. На самом деле такие вещи всегда нужны. Вот, поэтому пускай будет. Так, что еще интересного? Тут у меня Zara. Это все нужно примерять. Сейчас покажу. Зашла в Звонко, купила себе еще один порошок. Порошок мне очень понравился, если честно. Действительно классный. Кондиционер. Я люблю, чтобы был более яркий аромат. Поэтому если... Для меня скорее недостаточно аромата. Он неплохой, он точно делает вещи мягкими, и он точно работает. Просто я люблю более яркий аромат. А вот порошок очень понравился. Упаковка у них тоже очень красивая. Это Звонкова Made with Love, наш белорусский бренд. Они производят одежду. И также вот у них есть линия средств для стирки. Вот там всего 1 порошок и 3 софтнера, да, 3 кондиционера. Вот я взяла один себе. Такие прикольные пакеты, да, классные. Носить, например, с собой какую-то сменку в зал. Ну, с ним ничего не произойдет. И так как я сегодня встречаюсь со своей подружкой, я очень люблю... Мой язык любви — это какие-то вот такие вот подарки. Я люблю дарить подарки. Вот, поэтому я купила ей тоже порошок. По-моему, она его не пробовала. И взяла один попробовать кондиционер. Вот такой взяла нейтральный аромат, мягкий. Он закрыт, чего его не буду. Нужно его распечатать, я, конечно, не буду. Но мне нравится этот аромат, так, чек выброшу. И еще я взяла, чтобы она попробовала блеск для губ. Мой самый любимый Кика, потому что она до сих пор его не пробовала. Я не понимаю, как так вышло. Но мы с ней просто еще не так давно дружим, поэтому она еще его не пробовала. Но это нужно срочно исправить, поэтому я для нее взяла в своем любимом 7 оттенке. У Наташи Шик, девочки, Натальи Шик, у бренда Шик вышла новая линейка. Я знаю, это уже 5-й стик, 5-й тональный крем в этом месяце. Ничего не говорите, пожалуйста. Можно я не буду оправдываться? Но я должна попробовать, чтобы вам рассказать. Вдруг вы тоже хотели, а тут будете знать, нужно, не нужно. В общем, у Шик вышла новая линейка в стиках. Тональные кремы, там 4 оттенка, 1 оттенок румян, тоже в таком же формате, и скульптор. Румяна очень хороший оттенок, мне просто они не нужны, потому что у меня такие оттенки есть. Скульптор мне тоже просто не нужен, потому что у меня есть других брендов, но очень удачный оттенок. И, в принципе, очень удобный формат и классная цена. Всего там $12-13, но здесь всего 8 грамм. В принципе,
стандартный такой объем для, для стика, потому что они все небольших размеров. У Dior тоже там 10 грамм всего. Вот, я взяла во втором оттенке. Не знаю, как он будет. Очень интересно попробовать мне. Такой классный. Удобно брать с собой. Ну, кто обновляет тон в течение дня. Примерно никто, наверное. Ну, например, в косметичке какой-то, как travel формат использовать классно. Вот. Так, как я и сказала, у меня во втором оттенке. Такая красивая упаковочка. Вообще, мне очень нравится бренд Натальи Шик. У них действительно очень достойные продукты. Я вообще прям восхищаюсь. Она большая, огромная, молодец. Я слежу за ней еще с тех пор, как она была визажистом, и о бренде и не было и речи, и как она выросла. Вот просто восхищаюсь такими женщинами. Огромная, конечно, молодец. Это я даже не представляю, насколько это тяжело. В общем, тон буду пробовать. Мне нравится все, что я пробовала от Шик. Ой, девочки, какой-то светлый. Ну, вроде бы такой жирненький, но вообще такие продукты, стики, это не продукт, который тушует себя сам. С ним нужно немножко заморочиться. Во-первых, его и наносить чуть проблематичнее, да, чем обычные продукты. Вот. Но, возможно, он будет западать немножко в какие-то поры. Ну, посмотрим. Интересно. Такой приятный. В принципе, тушуется он несложно. Я думаю, что на подготовленную кожу должно быть прикольно. Никакого запаха нет, так что попробую и расскажу. И еще, знаете, у меня до сих пор не было их бестселлера. Не знаю почему, хотя я очень люблю такие продукты. Это обычный бальзам для губ. Я взяла в первом оттенке, такой просто практически прозрачный, с SPF 15. Такой красивенький, это очень популярный продукт. Ну, такой приятный аромат. И мне понравилось, что он довольно густой. Я не очень люблю прям супер жидкие такие, знаете, которые растекаются. Бальзамы, блески. Вот его тоже, в принципе, я думаю, можно использовать и перед макияжем нанести, и просто в течение дня. В машину бросить, например, тоже можно. Короче, это мне было нужно. Так. Можно я чеком вытру? Чеком вытру свои руки. Зарочка ко мне пришла. Из голубой белки. Мой заказ. Что у меня здесь, девочки? Ну, это надо примерять. Но из того, что могу показать, прям... Так. Это мне нужно было обновить мои белые светлые шлепанцы. Мои предыдущие уже, если честно, тоже из Зары. Они уже прям плохо выглядят, им нужно уйти на покой. Вот, и мне понравилась вот такая вот модель. Это тоже кожа, они очень мягкие. Вот эта вот стелечка здесь, она бархатная такая. Такая мягкая-мягкая, приятная. Ну и мне нравятся, они такие супер минималистичные, красивый цвет. И мне нравится, что вот здесь вот на носике нет вот этой вот кожи белой, да, чтобы она не стиралась. Вот, поэтому я надеюсь, что они будут неплохо носиться. Такая мягкая кожа. Стоили они 130 злотых. Вот такие супер минималистичные. Вот мои предыдущие нужно выбросить. И я взяла на размер больше. Мне почему-то хочется летнюю обувь носить на размер больше. Не знаю почему. Потому что, возможно, нога отекает. Ну, в общем, мне так хочется. Хотя у меня вот прям 36 размер. У меня не плюс, не половинчатый, ничего. Но нормально. Они небольшие. Тут не такая большая разница. Так что вот ими я очень довольна. Мне понравились. Дальше. На скидках вообще по классной цене взяла костюм. Он у меня лежал в корзине. И на самом деле, когда мы были с Агнесой в Польше, я тоже взяла верх от этого костюма, но не нашла брюки. И в тот момент на сайте брюк не было, поэтому я не стала брать верх. Но вот они появились. Появился комплект. Сразу, девочки, ссылки на это уже точно не будет, потому что это распродажа. И я видела этот костюм, вообще, как я его увидела, у одной девушки, которая живет то ли в Италии, то ли в Испании, я не помню. Просто мне как-то попадался рилс, и она очень так красиво одевается, там, знаете, такие все люксовые бренды, ну вот прям одевается. Не то, что там аксессуары, а вот прям она такая роскошная женщина, красивая девушка. Вот, и я обратила внимание на этот ее костюм. Я не знала, что это Зара. Это было так как-то красиво на ней. Ну, плюс она еще, знаете, живет в такой теплой местности, и чаще можно наряжаться.
И оказалось, что это Zara. Он, девочки, так красиво переливается. Я бы вообще на него не обратила внимания в магазине, но вот так он красиво на ней смотрелся, и все у нее спрашивали, что это за костюм. И она сказала, это Зара, и я нашла его. Вот, и тогда добавила себе в корзину, то есть уже давно. Такой вот необычный, мне кажется, что для каких-то вечерних таких выходов, расслабленных максимально, будет прикольно. То есть тут такой вот жакет, как рубашка, то есть он не держит форму, ничего такого, он максимально легкий, но вот эта вот нить, пайетки вот эти так красиво переливаются вообще. Очень красиво было бы надеть в отпуск. Вот полная цена 200 злотых. За сколько же я купила? 200 злотых за верх. Сейчас скажу, за сколько я купила. И 100 за низ. Это, наверное, со скидкой уже. Где мой телефон? Сейчас, секундочку, дорогие. Я заказываю Зару в Польше. У нас есть магазин Зара, если вдруг вы не знаете, что я из Беларуси. Вот, но не все позиции бывают в наличии в момент, когда они мне нужны. И плюс у нас Zara гораздо дороже оффлайн, чем, например, в Европе. И даже с доставкой мне часто получается дешевле. Вот, я не то чтобы прям часто заказываю Zara, но... Так, жакет мне обошелся в 99 злотых, то есть это в 2 раза дешевле, а брючки обошлись в 80 злотых. Итого за костюм 179 злотых, мне кажется, просто шикарно. Так, секунду. Алло? Анастасия, добрый день. Удобно говорить? Да, Сейчас вы можете получить до спасибо. 60 тысяч белорусских. Обожаю, когда мне звонят роботы. Так. Так что да, примерим, хотя брюки у меня длинные. Сюда уже, кстати, эта сумка прям отлично подошла. Конечно, жакет большой, хоть это и самый маленький размер XS, но он все равно такой свободный. Но в целом мне нравится, как это выглядит. Это, знаете, как такая пижама, только чуть более роскошная за счет своей нитки. Вот когда играет свет, очень красиво он переливается. Ну, в принципе, я думаю, что даже на камере видно, да? Вот, но в жизни вообще тоже пойти так на ужин, когда солнца нет и не так жарко, потому что, конечно, он такой, ну, закрытый и жарковатый. Вот нужно обрезать брюки. Но сюда уже сумка прям хорошо подходит. Тоже, когда ты загорелый, такой, знаете, блестящий от масла. Я имею в виду не блестки даже, а просто вот это вот сияние кожи. Очень расслабленно, но при этом довольно стильно. Классный костюм. Вот он так играет, девочки, на свету. Это вот эти пайетки, конечно, вообще. Так что, по-моему, тоже такая хорошая покупка. У меня здесь... это очень красивое платье. Тоже такое, знаете... Ну, его, в принципе, дома можно носить как комбинацию. Вот. Но я видела его тоже на западных блогерах. Так оно красиво смотрелось. Я его, девочки, примерила и, не знаю... Очень как-то странно оно сидит в районе живота, как будто туда можно положить еще какой-то мячик, вот прям шар. Вот на беременный животик, наверное, оно подойдет. Потому что так не скажешь, да, но вот у меня оно почему-то собирается в этой зоне и прям вот свободно. Я вам это потом покажу. Вот, но в целом неплохо. Но я его тоже вижу где-нибудь, знаете, вот прям в отпуске, добавить какую-то такую соломенную сумочку, обязательно обувь без каблука, и вот так максимально расслаблен. То есть очень такой бельевой стиль летний, красивый. И это, ну, конечно, это не натуральный состав, скорее всего. Ну, по ощущениям, неплохой. Это полиэстер, 90 полиэстер. Вот как такое может быть? Почему 2 состава? Тут, наверное, второй состав, но это кружево. Ну, в общем, да, это полиэстер, но такой хороший, качественный, приятный к телу. И стоило оно 170 злотых. Я почему-то взяла эту сумку, но она сюда не подходит. Не пойду, девочки, за другой. Ничего не гладила. Вот просто примеряю вместе с вами. Оно под цвет кожи, да? Так оно красиво сделано здесь, мне кажется, с загаром, намазаться еще маслом и вот вечером пойти на ужин. Это тоже для меня либо носить дома вместо ночнушки, или просто как домашнюю одежду, либо в отпуске. То есть в город я бы здесь не пошла в этом платье. Вот, не знаю, вы делите, кстати, гардероб на отпускной и городской? Я да, потому что не во всех вещах я себя чувствую комфортно. Отпускных я имею в виду в обычной жизни. Вот, а какие-то только предназначены для отпуска. Вот, так что я говорила про живот. Так идешь, все нормально. Но если сделаешь вот так,
Потом, смотрите, вот тут собирается, и тут прям у меня место что-нибудь положить. Короче, такое оно. И здесь вот кружево, его, в принципе, если у вас такая же небольшая грудь, как у меня, можно носить без белья, потому что оно как-то так аккуратно сделано, что ничего лишнего не видно. Выглядит очень, очень красиво. Ну, вот единственное, меня смущает вот эта вот часть, если поднимется. Ну, поправить можно. Тут оно, конечно, не сидит по талии, такой просто квадрат. Но в целом... Девочки, еще одно включение в этом платье. Потому что я вспомнила про свои вот эти вот босоножки из манго, которые мы с вами покупали в прошлом влоге. Они, конечно, сюда идеально подходят, они роскошные. Поэтому на ужин в отпуске я бы так пошла. Хотя, если честно, кого я обманываю? Для меня этот каблук, он хоть здесь и не такой высокий, но я люблю до ужина и после ужина пройтись, знаете, а тем более в отпуске мы всегда очень много ходим, то есть это 20 000 шагов в день, оно как-то само собой собирается. Я точно в них не пройду, но мне так кажется, хотя здесь не очень большой каблук, но для меня, человека, который каблуки не носит, это много. Такой малюсенький. С удовольствием. Я в нем пройдусь, как в тапочках. И знаете, меня, в принципе, более чем устраивает. Потому что все равно ты себя чувствуешь уже по-другому. На каблуках такой спину держишь и более женственно, но выше нет. Сама маечка, да. Такая же, как я вам показывала сегодня в магазине все-таки, да. Вот я видела ее в полном образе с шортами, которые я заказывала ранее, поэтому сейчас я тоже примерю все это вместе и покажу вам. Вот, смотрите. Полный образ с этими шортами. Вот я такой образ и видела на одной девушке, которая тоже живет, кстати, в Испании. И отдельно купила шорты и потом дозаказала, потому что не было в наличии этой маечки. Вот, и получился такой классный образ. Это для меня тоже такой образ, который поместится, хотела сказать, в папку, в отдельный контейнер, в котором я храню вещи для отпуска. Хотя в целом это так широко, то есть шорты настолько широкие, несмотря на то, что они такие микро, я бы даже сказала, но за счет того, что они свободненькие, они не выглядят как-то вульгарно. И вот, кстати, обувь сюда тоже хорошо подходит, но также отлично бы подошли и новенькие из Zara. Добавить какую-то сумочку и вот такой образ для прогулок. Ну, это для меня такое все-таки более отпускное, но нравится, как выглядит. Очень просто, но классные шорты эти такие в полоску. И маечка как будто бы двойная. Хорошо, нравится. Оставляем. Как будто у меня есть выбор обратно. Я уже на голубо-белку это отправить и не могу, если что. Вот, но мне нравится. Так, я уже собралась к ужину, ко встрече с подружкой. Она будет после работы, поэтому я не знаю, в чем она будет одета. Думаю, что вряд ли как-то очень празднично. Мы просто пойдем поужинать, куда придем. Вот, поэтому просто обычный аутфит на мне. Кстати, девочки, за окном. Ну, у нас, кстати, нет дождя, но в центре города дождь. Меня всегда это так удивляет, потому что пару минут, грубо говоря, от тебя на машине, и там просто ливень. Я не понимаю, как это работает, хотя один город... Ну, в смысле, я, конечно, понимаю, как это работает, но для меня это очень странно. Вот у нас просто очень так все затянуто, пасмурно, но я смотрела по карте осадков, в 7 часов дождь прекратится. Поэтому будем ему верить, но из этого дождя дурацкого мне придется брать сумку большую, чтобы потом его туда убрать. Так, на мне костюм от нашего белорусского бренда 922, белый. Я максимально высоко надеваю эти штаны, я их подрезала, но они все равно длинноваты. И топ сзади, смотрите, я завязала резиночкой, видно там за моими волосами, и прячу под низ, потому что он какой-то длинный, как-то не очень, так, мои волосы, не очень красиво смотрится, а вот так мне нравится, когда я его сама посадила, скажем так. И вы такие спросите, наверное, и будете правы, потому что совершенно нормальный вопрос. На улице дождь, грязно, а ты вся в белом. Девочки, извините, свой образ я придумала гораздо раньше, чем пошел дождь. Что ж мне теперь делать? Стираем не руками. Все вещи пачкаются одинаково, просто на белом это хорошо видно. И сверху у меня будет вот такой жакет. У меня, короче, на мне сегодня все белорусские бренды. Жакет от нашего белорусского бренда Анет. На самом деле я его купила,
когда весной или даже зимой, мне кажется, в начале весны, но я вообще его не распаковывала, не носила очень долгое время и думала, может быть, даже буду его продавать. Как-то вот я не знала, что мне с ним делать, но потом в итоге вот сейчас я его ношу так часто, потому что он такой мягкий, как кофточка, но в форме жакета. Вот он такой вот прям мягусенький такой. Вот я не знаю, видно или нет, вот что он такой ворсистый, мягчайший просто. И с белыми вещами он смотрится изумительно. Мне нравится носить его с белыми джинсами. Я тоже, когда в Польшу ездила в белой юбке, я сверху его так накинула, потому что мы выезжали утром, было прохладно. Хотя был очень жаркий день в итоге. Ну и знаете, в автобусе тоже кондиционеры и прохладно. Мне вот хотелось накинуть. И вот он меня прям очень спасает. И сюда, мне кажется, он тоже прекрасно подойдет. Так что вот такой у меня образ, что обуви, не знаю, возможно, грязные кеды от Golden Goose, возможно, просто какие-то шлепки. Ну, наверное, разумнее будет кеды, и сумка будет опять вот это. Потому что это моя единственная... Так, Бонечка там трясет камеру. Это моя единственная светлая сумка большого размера, чтобы положить потом мокрый зонт в нее. Так что вот такой у меня образ. Обновила свой аромат дня на тот же, который был и утром. Знаете, мне сегодня даже комплимент сделал водитель в такси. Я понимаю, что это частая история, но в свою защиту должна сказать, что это был взрослый такой мужчина. И вот он сказал, что вот у вас очень приятные духи, говорит, потому что бывают очень разные. Я, конечно, понимаю, что это все вкусовщина, но мне нравится, что они действительно такие прям шлейфовые. Вот прям они дают о себе знать, но при этом никого не потревожат, как мне кажется. Все, буду обуваться и побежала. Дорогие, я с мокрыми волосами. Сегодня у нас суббота. На самом деле я сегодня весь день занималась уборкой. Такой, знаете, основательный. Поменяла постельное белье, пропылесосила все матрасы, пропылесосила всю мебель, там, не знаю, стулья, диваны, матрас, да, изголовье у кровати, прошлась по всем плинтусам. Ну, в общем, такое. Душевые там помыла, ванные домыла. Ну, короче, все фасады у шкафов, у дверей. Такая у меня была суббота, первая половина дня. Теперь я уже... Ой, так приятно всегда после такой уборки в чистой ванной искупаться. Сейчас у меня только стирка продолжается, но я думаю, что она сегодня до конца дня. И сейчас пойду делать укладку, но накрасилась. Было очень интересно скорее попробовать тон, что к девочке. Пока не поняла, но по первым впечатлениям очень долго я его наносила. Вот прям сложно было его распределить. И я взяла оттенок номер 2 в золотом яблоке. Но за день до этого я на Wildberries заказала оттенок 03. И я так полагаю, что второй я отдам своей сестричке, потому что все-таки он мне светленький. Третий я еще не забрала, сегодня заберу. И третий уже оставлю у себя и буду дальше тестировать. Но по ощущениям очень-очень долго я его наносила. Прям вот сложно он распределяется. На самом деле это проблема форматов, тонов в формате стика, да. Его сложнее наносить, чем обычный крем. И, конечно, сухой кожи точно нет. Нормальной, жирной, хорошо подготовленной, да, но наносить сложно. Вот, поэтому непонятно. Посмотрим, как будет носиться. Ну и по первым ощущениям всегда сложно определить. Ну, в итоге он хорошо смотрится, мне нравится. Но вот прям сложно распределять его. Мой домашний образ сегодня такой. Очень классные эти шорты сезон. А мне нравится, что они с кружевом только спереди. Такой пижамный стиль, и мне нравится, как это смотрится дома с другой фактурой. И также, мне кажется, очень классный пляжный вариант поверх купальника с рубашкой. Ну и в целом, вот я дома так хожу. Мне нравится, что у меня такой пушистый джемпер. И вот этот вот атласный низ прикольно смотрится. Что, мои дорогие, будем с вами заканчивать этот влог. Он опять получился каким-то длинным. Ну, как есть. Я, как обычно, буду благодарить вас за просмотр и желаю вам самой-самой прекрасной недели. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.